Александр Хан. Читал, что ген Чингисхана с большой долей в процентном отношении обнаружили у современных народов из рода Кирей или Киреид, не знаю, как точно писать, и у рянхайцев, нынешних тувинцев. Что известно? Вопрос понятен, но задан некорректно. Поэтому, чтобы ответить, придется разъяснить несколько вещей. Что такое ген, что такое маркер, что такое старкластер и у кого старкластер обнаружили. Что такое ген? Ген – это последовательность ДНК, точнее участок молекулы ДНК, содержащий информацию об одном или нескольких продуктах в виде РНК и в конечном итоге белка. В свою очередь, белки, кодируемые генами, выполняют массу функций в нашем организме, от физиологических, регуляторные, транспортные, рецепторные и так далее, до формирования фенотипических признаков, таких как физические размеры, пропорции, вес, цвет глаз, волос, развитость волосяного покрова и тому подобных. Что такое маркер? Генетический маркер, если толковать буквально, это метка, генетическая метка, по-английски маркер, метка. По сути, это некая последовательность ДНК с известным расположением на хромосоме, которая позволяет идентифицировать отдельные признаки организмов, например, группу крови или форму семян. Когда я учился и начинал работать в разных лабораториях, определялись эти маркеры с помощью белков, связанных с определенной последовательностью ДНК. Или уже позже непосредственно с помощью какой-то ДНКовой последовательности, длинной или короткой. Время шло, технологии развивались, и, насколько мне известно, сейчас работают только с ДНК-маркерами. В общем, для простого понимания, генетический маркер – это метка какого-то признака, но не обязательно при этом ген. То есть маркер метит что-то, но не обязательно при этом кодирует какой-то признак. Поэтому слово «ген» в вопросе – это некорректное определение, взятое у не очень разобравшихся в сути вопроса журналистов. Маркеров может быть масса разных, они используются генетиками, антропологами, медиками для поиска связи с генетическими заболеваниями, тестированием на предрасположенность к определенным видам деятельности, для идентификации личности и идентификации биологических видов, а также для установления путей миграции человечества. Последним видом деятельности занимаются популяционные генетики. Используемые маркеры делятся на маркеры, связанные с полом, то есть маркеры Y-хромосомы и митохондриальной ДНК, и на аутосомные, то есть не связанные с половыми хромосомами и митохондриальной ДНК. В наши дни у всех на слуху маркеры, связанные с полом, особенно Y-хромосомные, связанные с наследованием по мужской линии. Каждый маркер имеет свои альтернативные состояния, варианты, и по процентному соотношению этих вариантов судят о сходстве или различии разных популяций. В случае с Y-хромосомными маркерами работает не с одним или двумя, а с их группами, которые называются гаплогруппами. Теперь о старкластере. В 2003 году была опубликована статья Татьяны Зерджал с авторами «The Genetic Legacy of the Mongols» – «Генетическое наследие монголов». Начиналась она такими словами. Мы идентифицировали Y-хромосомную линию с несколькими необычными свойствами. Она была найдена в 16 популяциях обширного азиатского региона от Тихого океана до Каспийского моря и присутствовала в них с высокой частотой. Ее носителями являются около 8% мужчин этого региона или около 0,5% населения всего мира, а это 16 миллионов человек. Характер вариации внутри линии предполагает, что она возникла в Монголии примерно 1000 лет назад. Такое быстрое распространение не могло произойти случайно. Должно быть, это результат отбора. Эту линию имеют вероятные потомки Чингисхана по мужской линии, поэтому мы предполагаем, что она распространилась благодаря новой форме социального отбора. Далее в статье уточняется, что это не одна линия, а группа родственных вариантов, которые названы старкластером или звездным кластером. При этом наибольшее разнообразие этих родственных линий наблюдается в Монголии, что указывает на происхождение этого кластера оттуда. Авторы писали, что характер вариации внутри линии предполагает, что она возникла около 1000 лет назад, плюс-минус 300 лет, при поколении в 30 лет. Сравнив расположение популяций, среди которых обнаружили старкластер, и карту Монгольской империи, авторы увидели, как они пишут, поразительное соответствие. На этом основании они связали распространение старкластера с Чингизом и его родственниками или как вариант с монголами
или, по крайней мере, их большинство. Стар-кластер или группа генетических вариантов гаплогруппы C3 – это именно то, что журналисты впоследствии обзовут геном Чингисхана. У кого стар-кластер нашли? На картинке из этой статьи можно увидеть распределение стар-кластера по Евразии. Видно, что эта группа вариантов гаплогруппы C распространена довольно широко. Наибольшие частоты встречаются у южных монголов и у хазара. Видно, что у казахов стар-кластер тоже есть, но не в максимальных значениях. Тувинцев в этой работе нет. В свое время эта статья наделала много шума и сделала ее авторов довольно известными. В России этой темой занимался Илья Артемьевич Захаров-Гезехус. В своих работах он пишет, что стар-кластер найден у алтайцев, алтайских казахов, бурят, калмыков, нагайцев и тувинцев. В Казахстане гаплогруппа C3 с высокой частотой встречается в некоторых родах. У Джалаир 38%, Тюре 35% и Кирей аж 65%. Что самое странное, когда Илья Артемьевич протипировал несколько человек оттуда, ведущих свою родословную от Джучи, оказалось, что их гаплогруппы отличаются не только от стар-кластера, но и друг от друга. Выводы делайте сами. Но с 2003 года и даже с 2010-х годов, когда этой темой занимался Илья Артемьевич, прошло довольно много времени. Относительно недавно, в 2018 году, вышла статья Лан Хайвей с авторами. В ней группа китайских генетиков пересматривает гипотезу о происхождении стар-кластера от Чингиза или его родственников. Авторы построили уточненное древо на большем числе популяций и образцов – 6348 человек из 74 популяций, и переименовали стар-кластер C3 в стар-кластер C2, точнее в C2ST. Самая высокая частота C2ST отмечена в некоторых популяциях казахов в юго-восточном Казахстане. Затем идут популяции северо-западного Китая, Монголии, Бурятии и Узбекистана. В Казахстане с частотой более 50% C2ST встречается у родоплеменных групп старшего Жуза и рода Кирей. Отмечу, что здесь, в отличие от первой статьи, упоминаются Кирей, правда, со ссылкой на работу Ильи Артемьевича. И также отсутствуют тувинцы или какие-либо уренхайцы. При этом важно отметить, что ни один из доноров ДНК, несущих C2ST, не вел свою родословную от Чингисхана, и ни один из тех, кто считал себя потомками Чингисхана, не относился к C2ST. Прямой потомок Чингисхана по линии Даян-хана имел другую гаплогруппу, точнее субкладу C2, C1, E1, E1, M407. Самое, на мой взгляд, важное в статье – это то, что исследователи вычислили время жизни общего предка линии C2ST F3796. И оно составляет 2576 лет, что более чем вдвое превышает первоначальную оценку и, естественно, древнее времени жизни Чингисхана. Таким образом, происхождение и хазарейцев, и дауров связано скорее не с Чингисом и его близкими родственниками по мужской линии, а с древними монголоязычными популяциями. Оценочный возраст стар-кластера C2ST 2576 лет – это много больше, чем возраст Великой Монгольской империи. Авторы считают, что линия C2ST возникла в северном регионе Большого Хингана и распространилась в процессе расселения древних монголоязычных популяций. Таким образом, это исходно доминирующая гаплогруппа неких протомонголов. При этом указывается, что род Нирун или Ниругун, а точнее группа родов племен с этим названием, ведет начало от этих древних протомонгольских племен. В свою очередь, род Чингисхана происходит из нирунов. Основываясь на этом соображении, хотя авторы и не нашли убедительных доказательств связи линии C2ST с Чингисом или его родственниками по мужской линии, они все же не исключают возможности того, что он был носителем этой линии. По этому вопросу все. Ответ получился длинноватым, поэтому, пожалуй, тоже сделаю его отдельным. Задавайте свои вопросы. Кому интересны дальнейшие ответы, следуйте по конечным заставкам. Подписывайтесь на канал, и вы точно ничего не пропустите.